Добрый день, уважаемые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Анна, и в данном видео мы будем делать обзор на новинку лета 2021 года от издательства Lo Scarabeo Таро Ференца Пинтера. Покупала я ее вместе с Таро противоположностей, обзор на который вы можете найти во всплывающей подсказке. Премьера состоялась в конце июня 2021 года. Цена около $28. В описании говорится, что немногие знают имя Ференца Пинтера, однако это скоро изменится, как только люди увидят это Таро. Данная колода демонстрирует то, что за гранью реальности, пересекающая границу субъективного и воображаемого. Это путешествие в безупречное искусство, в море загадок и в пределы нашей собственной интуиции. Это шедевр Таро, которым нужно смаковать, а не просто пользоваться. В колоде также использованы работы Чарльза Харрингтона и Пьетро Алига. Итак, как мы видим, колода поставляется вот в такой матовой лоскарабеевской премиум упаковке. Крышка прилегает здесь плотно. Итак, давайте перейдем к нашей инструкции. Итак, инструкция. Инструкция в нас в цветном варианте, 128 страниц, переведена на английский, итальянский, испанский, португальский и русский. Бумага здесь мелованная. МПК состоит из вступления, под названием «Таро и искусство», где более, скажем так, общая и краткая информация о картах Таро. Дальше биография Ференца Пинтера. Дальше интерпретация искусства Таро, в котором говорится, что когда мы смотрим на картину или карты, мы должны учитывать три аспекта. Первое – традиции искусства и культуры. Второе – перспективу, которую художник привносит. И третье – то, что мы чувствуем, когда смотрим на произведение искусства или карту. Дальше – общая информация о старших арканах, общая информация о младших арканах плюс мастях. Дальше – общая информация о придворных арканах. Дальше. О том, как делать расклады и пример расклада. А вот давайте мы также сравним интерпретацию карт, которая нам поставляется в англоязычной версии и в русскоязычной. Сейчас открою. Итак, в англоязычном разделе интерпретации значения стоит заметить, что вот здесь нам говорится, что значение каждой карты состоит из общего описания, то есть о том, что изображено на карте, квинтэссенции, основная энергия карты и ее общая философия. Они основаны на сочетании традиций Таро и уникальных качеств каждого произведения искусства Ференца Пинтера. Дальше, значение в раскладе. Здесь рассматриваются некоторые общие советы или рекомендуемые действия, связанные с каждой картой Таро Ференца Пинтера. Эти толкования в целом говорят о том, как вы можете рассматривать эту карту в вашей личной ситуации. И также примечания, то есть то, на что нужно обратить внимание. Это напоминание о необходимости задействовать собственную интуицию и исследовать уникальное значение карты, которые появляются, когда вы полностью погружаетесь в художественное произведение и позволяете своей внутренней музе говорить
с вами. Да, вы также можете использовать этот метод для поиска смысла в некоторых элементах изображения. Да? Тогда, когда в русскоязычной версии нам дается только квинтэссенция и значение в раскладе, и все. Давайте рассмотрим пример карты шута, чтобы было, скажем так, яснее, о чем я говорю. Итак, описание. Шут скачет по сельской местности на лошади с птицей в клетке у бедра. Он делает грубый жест в сторону символов цивилизации, которые появляются вокруг него. Квинтэссенция или сущность, да? Дурак – это невинная душа, которая относится к миру как к месту удивления и абсурда. Это карта радости, чистого листа и готовности к риску. Значение в раскладе. Что-то новое и замечательное вот-вот начнется. Эта карта часто появляется в начале путешествия, которое приведет к великим преобразованиям. Дурак пренебрегает условностями и предпочитает выбирать путь, который является наиболее захватывающим и требует наибольшей смелости. Позвольте себе быть спонтанным и незащищенным, открытым и свободным. Также в примечании говорится, что обратите внимание на нефтяной насос вдалеке. И в англоязычной версии таким же образом у нас прописаны и младшие арканы. Я, честно скажу, вам советую заглянуть в МБК, перевести значение, потому что каждый найдет здесь для себя что-то интересное. А мы возвращаемся к нашей русскоязычной версии, да, где здесь говорится квинтэссенция. Невинная душа, радость, чистый лист, глупый риск. В раскладе, значение в раскладе, вот-вот начнется что-то новое и чудесное. Позвольте себе быть спонтанным и незащищенным, открытым и свободным. Ну что ж, с инструкцией мы закончили. Если у вас будет желание и вы хотите более подробно проработать данную колоду, тогда напишите мне в комментариях, я обязательно сделаю перевод англоязычной версии данной инструкции. Ну что ж, а я думаю, мы можем переходить к нашим картам. Итак, первое, что мы видим, это рекламная и заглавная карты, которые можете использовать по собственному усмотрению. Рубашка выглядит следующим образом, очень необычно, но я думаю, будет немножко неудобно для тех, кто работает с перевернутыми арканами. Итак, срез здесь отличный, без шероховатостей, но стоит обратить внимание, что края немножко острые. Карты, как мы видим, глянцевые, но не такие скользкие, как сестра данной колоды Таро оппозиции. Они, знаете, они более гибкие, но плотные. Они напоминают мне по качеству Таро неба и земли. Кстати, когда вот только пришла ко мне данная колода, карты были склеены, хотя это в большинстве характерно только для колод, у которых есть напыление на срезах. Ну, это маленький, но незначительный минус. Ну что ж, давайте не будем тянуть и более и поближе познакомимся с нашими арканами. Итак, поехали. Дурак. Маг.
Верховная жрица, императрица, император, иерофант, влюбленные, колесница, сила, отшельник, колесо фортуны, да, скорее колесо. О. Справедливость, повешенный, смерть, умеренность, дьявол, башня, звезда, луна, солнце. У меня больше ассоциируется эта карта все-таки с колесницей. Суд. Мир. Туз чаш. Двойка чаш. Тройка чаш. Четверка чаш. Пятерка чаш. Шестерка чаш. Семерка чаш. Восьмерка чаш. Девятка чаш. Десятка чаш. Паж кубков. Рыцарь кубков. Королева кубков. Король кубков. Туз пентаклей.
Очень мне нравится эта карта. Двойка пентаклей. Тройка пентаклей. Четверка пентаклей. Пятерка пентаклей. Шестерка пентаклей. Семерка пентаклей. Восьмерка пентаклей. Девятка пентаклей. Десятка пентаклей. Паж пентаклей. Рыцарь пентаклей. Королева пентаклей. И король пентаклей. Туз жезлов. Двойка жезлов. Тройка жезлов. Четверка жезлов. Пятерка жезлов. Шестерка жезлов. Семерка жезлов. Восьмерка жезлов. Девятка жезлов. Десятка жезлов. Рыцарь жезлов. Паж жезлов. Рыцарь жезлов. Королева жезлов. И король жезлов. Туз мечей. Двойка мечей. Тройка мечей. Четверка мечей. Пятерка мечей. Шестерка мечей. Семерка мечей. Восьмерка мечей. Девятка мечей. Десятка мечей. Паж мечей. Рыцарь мечей.
королева мечей и король мечей. Да, кстати, забыла сказать, что колода мне пришла уже не в идеальном состоянии. Видите, уже две карты, в двух картах изогнутые края. Выглядит это не очень привлекательно, но, как говорится, первый блин всегда комом. Ну да ладно, давайте перейдем к заключению. Что я могу сказать? Карты отличного качества. Вот не считая этого маленького минуса с изогнутыми краями, то это только касается двух карт. Я думаю, что это очередная психологическая колода, которая поможет лучше разобраться в себе, со своими тараканами, подойдет также любителям искусства. Напишите в комментариях, понравилась ли вам данная колода, хотели бы себе такую приобрести. Если будут вопросы, также пишите. Я благодарна вам за просмотр. Желаю всем хорошего дня. До новых встреч. Пока-пока.